Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина, это канал о рукоделии и вышивке крестом. И в этом видео я хотела бы посмотреть новинки, которые дизайнеры приготовили уже к выставке на Швиле в Америке. Они не сидят без дела, они уже потихонечку выставляют свои дизайны, и предлагаю вам посмотреть те дизайны, которые мне понравились. Приятного просмотра! Хочу сразу предупредить, здесь будут дизайны, которые понравились именно мне, поэтому там есть еще много разных всяких. Я хочу начать с одного из самых моих любимых дизайнеров Карен Клуба, Rosewood Manor. Вот такой сэмплер с корзиной с весенними цветами. Очень он интересный, цветы, прям бордюр мне очень нравится. Единственное, что я не очень люблю сэмплеры, где очень много алфавитов, этих цифр и всякого такого. Но корзина мне очень понравилась. Ну и что ж, посмотрим. Называется этот дизайн Work of Our Hands, работа наших рук. Значит, номер это Rose 015. И это 14-страничный буклет с инструкциями, как это все вышивается. Ну, как всегда у Rosewood Manor, у нее очень хорошие инструкции, у нее очень хорошие эти буклеты. И, значит, вышивается на 32-м каунте Spirit of the Forest, лен от Be Stitch Me. DMC ниточки и 327 на 128 крестиков. Вот следующий сэмплер напротив мне очень понравился. Я его внесла в wish-list, потому что ну, это просто восторг. Ну и опять же, вот на этом сэмплере, как и на моем сэмплере с птичками, летний полдень, мне кажется, здесь как-то неправильно выбрана основа. Вот на другой основе, мне кажется, он будет гораздо выгоднее смотреться. Вот давайте рассмотрим все элементы поближе. Посмотрите, какие здесь прекрасные розы, потом вот эти рамочки кружевные. Я просто в восторге, мне нравится очень. Вот посмотрите на эти птички, на эти кружева. Ну вот мне кажется, если бы был даже этот такой, пусть зеленый, но более такой насыщенный, более темный, эти бы кружева, они бы вообще просто великолепно смотрелись. Ну даже и розы, ну розы листочки там, может быть, бы как-то, но все равно было бы гораздо лучше другой цвет. Ну, на мой взгляд, как вы думаете, напишите мне. Ну и немного информации. Название сэмплера Some of my favorite things. Некоторые из моих любимых вещей, наверное, переводится правильно, не знаю точно. Значит, здесь буклет из 10 страниц предлагается нам. В него входит также два дополнительных бордюра. Ну, короче говоря, и маленькие сэмплеры вы можете разбить, эти все детальки, и делать там, я не знаю, себе подушечки. И вышивается на 28-м каунте Grace Note Fabric Sara DMC ниточки. И полный дизайн 278 на 149 крестиков. Но опять же, даже можно разбить его. Посмотрите, здесь даже вот все эти элементы разбить по вот таким подушечкам сделать, вообще будет прелесть. Ну, я в восторге, короче. Надо мне убыстряться, потому что так, растекаясь по древу, я буду рассказывать долго. Снова мы смотрим на сэмплер от Rosewood Manor, называется Dewberry. И это 6 страниц буклет, вышивается на 28-м каунте кремового льна, и используется здесь House of Embroidery Floss. Ну, ниточки какие-то такие хитрые, не знаю. Честно говоря, я не в восторге, потому что не очень я эти алфавиты, ну, как-то уже поднадоели.
А вот следующий West Hope Farm Sampler, тоже от Rosewood Manor, он мне нравится, интересный. Ваза вот эта с цветами, она такая симпатичная. И здесь у нас буклет из 10 страниц есть. И здесь там представляется вам 6 миниатюр, ну, наверное, из элементов этого сэмплера. И кроме этого там представляется даже барабан для иголочек, вот этот, который можете сделать. И вышивается он на 28-м каунте кремового льна. И размер его 171 на 137. Threadworks Floss используется. Ну, не знаю, не дешевый он будет. Ну и напоследок типичный для Каран-клуба сэмплер. Это Flowers of Quaker, цветочный квакер. И, ну, это узнаваемый сразу. Он мне почему-то напоминает осенний квакер. Ну, наверное, цвета такие здесь похожие. Мне очень нравится. Я люблю Каран-клуба, я люблю ее квакеры, они смотрятся потрясающе. После осеннего квакера, я думаю, этот в пару будет выглядеть прекрасно. Значит, здесь у нас 14 страниц буклет. Включается в него алфавит. Можно сделать свой алфавит, какой вы предпочитаете. Вышивается на 28-м каунте песочного льна от Pictures is Plus и ниточки по традиции Валдани. И получается 288 на 157 крестиков. Это тоже в моем виш-листе. Следующее, что привлекло мое внимание, это вот такая коробочка. Это простая швейная коробочка называется, что ли. Это производитель Mani di Donna. И эта модель вышивается на 32-м каунте Frog Grey от Mani di Donna. И используется Wix Dyeworks ниточки. И 130 на 46 крестиков у нас получается дизайн. Ну, симпатичный. Коробочек много не бывает. Следующее, что привлекло меня от этого производителя, это вот Бескорню 4 сезона. Очень интересные такие, каждая со своей пуговичкой. И, значит, здесь 32-й каунт какао, лен, вышивается Wix Dyeworks и Classic Colorworks здесь есть. И здесь размер 59 на 59 клеточек у нас. Следующее тоже от этого же производителя Mani di Donna, вот такие американские сезоны. Честно говоря, я все время думала Mani di Donna, но это ж на итальянском руки женщины, а видите, это оказывается американский дизайн. И здесь у них эти все подушечки одинаковые, вышиваются на 32-м каунте Hand Dye Linen. От Mani di Donna Frog Grey называется, и Валдани 6 ниточек. И DMC здесь также. И 82 на 60 каждая подушечка будет. Ну, дороговастенькие они получаются. Это каждая подушка по десятке $. Ну, так, как-то. А вот такой симпатичный шарик, честно говоря, не знала, добавлять его нет, он такой простой, но что-то в нем есть, зацепил он меня. Это производитель незнакомый мне, я никогда о нем не слышала, Cotton Pixels, не знаю, называется шарик Winter Day, и в этом шарике у нас 32-й каунт Belfast лен и DMC. 51 на 51 крестик. Маленький такой, но такой славненький. Мне понравился. У этого производителя, походу, все такие какие-то смешные дизайны. Вот такой, например, хэллоуинский 3D котик.
Ну, не симпатяга, ну посмотрите на него, у него крылышки, он так приготовился к Хэллоуину, он надел крылышки и похож теперь на летучую мышь, наводить ужас и страх на окружающих. Вышивается эта модель на 32-м каунте Pumpkin Murano, Lugano от Zweigarta и ниточками Gentle Arts и DMC. Тут даже есть крейник еще, вот так, чтобы вы понимали. И 37 на 58 крестиков. Симпатяга? Нет? Следующий сэмплер от производителя The Blue Flower, и он называется «Прославление пчелы». Нет, даже не так. «Прославление героев опыления». Так, наверное, будет более правильно сказать. Очень красивый сэмплер, ну, как на мой взгляд, я так думаю. И этот сэмплер прославляет многих героев опыления. Местные пчелы, птицы, насекомые, млекопитающие, которые занимаются опылением. И это очень важная работа по сохранению баланса природы. И давайте, ну, как бы в признательность этим героям выщем такой прекрасный сэмплер, чтобы у нас была такая славная и красивая жизнь. Итак, этот дизайн вышивается на 40-м каунте. Лен от Zweigart, Stormy Night называется. Бурная ночь. Вот так-то. Никак вышел. И размер 165 на 195 крестиков. Не маленький он такой, но зато он мне нравится, он классный. И я его в виш-лист внесла. И еще один дизайн от этого же производителя The Blue Flower, мимо которого я абсолютно не могла пройти мимо. Этот заяц, он фантастический, он вообще прелесть какая-то, называется Tudor Hare, ну, царский заяц, я так понимаю, и, значит, это символ весны, и когда люди празднуют весну. Вышивается эта модель, опять же, на 40-м каунте какао льна от Fiber on a Whim, не знаю. И, значит, у него 59 на 107 крестиков. И там еще описывает, что задник там надо вельветом каким-то подшить и всякое такое прочее. Но то уже самим можно разбираться. Ну там кроме этого зайца, там и ежики, и собачка какая-то охотничья есть, и гуси-лебеди какие-то подушечки. Ну, там каждый на свой вкус найдет. Ну, вот мне заяц вообще в душу попал. А мимо этого дизайна я не могла пройти только потому, что название у него «Пока не высохнут все моря». И посвящается оно, посвящение там такая: «Я буду любить тебя, дорогая, до тех пор, пока не высохнут все моря». Вот так-то. Как можно было пройти мимо такого романтического названия? Посмотрите, какой барабан для хранения иголочек. И эта фирма называется Cosford Rice Stitchery. Первый раз я ее слышу, но это не умаляет красоты этого барабана. И модель эта вышивается ниточками Gentle Arts. И на 36-м каунте Silver Fox by Fiber. И можно, там есть конверсия в ниточках DMC. 320 крестиков на 89 крестиков. И не дешевый этот барабанчик, я вам могу сказать. $14.39 он стоит. Ну, он того стоит, только из-за названия. Ну, а это вы, конечно, узнали вот такого маленького славненького кролика, который называется «Розовое сердце». От Just Nan, естественно, и она пишет: это очень красивый маленький зайчик с мягкими розовыми ушками и пушистым хвостиком. Он очень универсальный, он может быть как украшение, как держатель для булавок, и это крошечное произведение искусства на катушке.
Ну и, значит, здесь 32-й у нас каунт белого льна от Zweigart. В набор входит бусины, шляпа из кварцевого сердца, удерживаемая на месте с помощью булавки. Потом, что тут еще? Ну, естественно, инструкция. Шерсть для ушей покрашенная, хвостик помпон. Ну и все, да. Нужно добавить, она пишет, нужно добавить флис и ватин, чтобы выровнять кролика. Прелесть, прелесть прелестная. Я поставила значок, чтобы меня оповестили, когда он появится. Я как-то к этим кроликам была всегда равнодушная, но вот этот мне очень нравится. Ну, на данный момент мне все нравится. Следующий дизайн я обозвала «Лисичка под яблоней на Абалонии», потому как Абалониас Apple 3, я не знаю, Абалониас мне переводят Абалониас. Дизайн от The Artsy Housewife будет представляться на Нэшвилле. Это вся информация. Так что ждем Нэшвилл, который пройдет 1, 2, 3 марта, и потом нам дадут, наверное, побольше информации. А дизайн мне понравился. Лисичка славная. В этой же серии вот такой медведь у The Artsy Housewife. Ну, медведь не так как-то, но а вот больше всего понравилась, естественно, вот эта ворона Джорджиус называется. Она тоже информации по ней никакой. Ну, ждем, когда будет. А сейчас перед вами флористика вторая. Африканские ромашки называется этот дизайн от Jean Hicks Creates. Понятия не имею, первый раз вижу, но ромашки очень красивые. И рассказывается здесь в описании, что это вторая флористика, которая, так же как и первая, была в сотрудничестве с Cottage Garden Threads для цветов, и использовалось только 2 цвета и этих Cottage Garden Threads. И есть конверсация в DMC. Так что вышивать предлагается на Wix Dyeworks льне на 40-м каунте. Использовать ниточки Cottage Garden Threads Viola и Wix Dyeworks Floss. Это которые вот эти орнамент вокруг. И будет размер 114 крестиков на 112. Очень интересные ромашки, мне понравились. Следующий дизайн, один из моих самых любимых, из всех любимых, самый любимый. Это, значит, Sleigh Ride, это, наверное, катание на санях, я так полагаю, от Pressy Worthy Stitches. Я надеюсь, я правильно произношу. И, короче говоря, они говорят, здесь вышивается на 32-м каунте Nocturne from Pictures This Plus, ну это и заметно, что это Pictures This Plus, и размер 251 на 229 крестиков. Такая нехилая работа, маленькая, но там столько много деталей, я обожаю. Я обязательно когда-нибудь выщу какой-нибудь, это как называется, примитив, сэмплер, что это. Мне это напоминает, знаете, у нас в классе учился мальчик, он был двоечник и сидел на последней партии, ему вообще было пофиг на все эти уроки и на все это. И меня как-то, помню, то ли в наказание, то ли я не знаю, с какого перепуга, он сидел один, посадили с ним. И никто с ним не хотел сидеть, потому что он был двоечник. Ну, в наши времена как бы булили двоечников, а не наоборот. И, в общем, я села, и я подружилась с этим мальчиком. Он рисовал вот такие вот картинки. Там у него были такие битвы мушкетеров, тоже вот в такие маленькие человечки, там замки, там какие-то мосты, какие-то улицы, переулки. Ну, супер. И вот типа такого, в таком стиле он все это рисовал. Супер класс.
Следующий сэмплер, который мне понравился, шиппинг-сэмплер, овечий сэмплер. Ну, мне, собственно, понравилась идея вот такой сумочки прикольной. Такая простенькая, этот сэмплер, ну, сэмплер он и есть сэмплер. Ну, такие славные овечечки под старину сделаны. Значит, Niki Creations называется производитель, и все, больше никакой информации поэтому нету. Я все названия подпишу под видео, так что кому что-то понравится, приглянется, можете по названию поискать, сами посмотреть. И вот такая милая игольничка, которая мне очень-очень понравилась. И кроме этого, мне очень понравилась история этой игольнички. Называется эта игольничка Сьюзис Peony Pincushion. Ну, игольница из пионов для Сьюзи, что-то типа такого переводить, если правильно. И она дизайнер Rebel Stitcher. И она рассказывает, значит, эта игольничка, ее вдохновила история ее мамы, которая ей рассказала, что ее дядюшка, мамин дядюшка имеется в виду, был фермер, который выращивал пионы. И он принес однажды ей настолько огромный букет этих пионов, что у нее не хватало даже длины ее рук, чтобы обхватить весь этот букет. И этот букет заставил ее чувствовать такой специальной, как и маленькую девочку. И всю оставшуюся жизнь для этой женщины пионы были ее любимые цветы. А в схеме дается полный алфавит, чтобы вы могли написать свои инициалы. И это пока вся информация об этой игольничке. Но игольничка очень славная, мне нравится. И на дизайне, вот таком дизайне, посвященном всем вышивальщицам, Queen of Threads, королева ниток. Я, пожалуй, закончу свою подборку, потому что если я продолжу, это видео будет бесконечным, а здесь можно выбирать бесконечно то что выставили дизайнеры в преддверии Нэшвилля. А это королева ниток, вышивающая в красном. Это прекрасная схема. Можно персонализировать любой королеве и повесить в ее рукодельной комнате. И эта модель вышивается на 36-м каунте льна белый Эдинбург от Свайгарта. И вышивается это все ниточками Cottage Garden Threads. И 73 крестика на 152 крестика дизайн. Прекрасный дизайн. Он у меня тоже уже в хотелках, так что мне надо заканчивать, бо у меня уже виш-лист не вмещается, сколько там всего я набрала. Я надеюсь, что вам видео понравилось. Я надеюсь, вы также присмотрели себе что-то интересное и захотели повышивать что-то новенькое, необычное для себя. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Я вам желаю всего самого наилучшего. Всем пока-пока! Все эти дизайны я вам демонстрировала на фоне вот таких красивых очень видео, посвященных весне.